Глава 3. Как устроиться в конце света. День 207. Личный состав 23 человека. Нарушений протокола 0. Статус объекта нестабильный. Первые двое суток были просто выживанием. Люди спали где придется, прямо на бетонном полу технического коридора, подстелив под себя все, что нашлось. Куски брезента из кладовки, снятые из себя куртки, упаковочный картон от ящиков с пайками. Дети засыпали быстро. С детьми, как бывает, организм берет свое независимо от обстоятельств. Взрослые засыпали хуже. Матвей видел это по камерам. Кто-то лежал с открытыми глазами, кто-то тихо ходил по коридору туда-обратно, кто-то просто сидел у стены и смотрел в одну точку. Майор не спал почти совсем. Он ходил по объекту методично, насколько ему позволяли открытые двери. Проверял каждую закрытую. Не дергал, не пытался взломать, просто останавливался, смотрел на замок, на маркировку над дверью, иногда что-то тихо говорил себе под нос. Матвей наблюдал за ним и думал, что этот человек очень аккуратно и очень профессионально составляет в голове карту объекта. На вторые сутки майор остановился под камерой в главном коридоре и сказал: «Система, людям нужно нормальное место для сна. Пол не вариант, особенно для детей». Матвей помолчал, потом сказал ровно: «Ангар номер 2. Открою через 10 минут. Там есть что использовать». Ангар номер 2 был меньше первого, без танков, просто огромное пустое пространство под высоким потолком. Вдоль стен штабелями стояли деревянные ящики. В углу под брезентом обнаружились складные армейские койки, штук 30, в заводской смазке, ни разу не использованные. Еще дальше рулоны технического войлока и несколько ящиков с армейскими одеялами. Матвей открыл ворота и переключился на другие камеры. Люди вошли и остановились. Потом майор сказал что-то негромко, но с интонацией, которая не предполагала возражений, и они начали работать. Матвей смотрел на это с каким-то странным чувством. За 180 дней одиночества он забыл, как выглядит слаженная работа людей. Никто не спрашивал дважды, никто не стоял и не смотрел, мужчины таскали ящики, строя перегородки, женщины разворачивали койки и натягивали на них одеяло, подростки носили войлок, дети крутились под ногами, мешали, им находили маленькие задачи – принести, подержать, отнести туда, и они делались серьезными лицами. Через 3 часа в углу ангара появилось что-то похожее на лагерь. Долговязый подросток притащил откуда-то обрывок кабеля и повесил его между двумя ящиками, как бельевую веревку. Матвей несколько секунд смотрел на это, потом понял – просто чтобы было, просто чтобы это место стало чуть больше похоже на место, где живут. На 3-й день Анна объявила подъем. Матвей не давал ей эту команду. Ровно в 6 утра динамики по всему объекту одновременно выдали сигнал – короткий, резкий, армейский. Несколько секунд тишины. Потом голос Анны. «Личный состав. Подъем. Время 6:00. Построение в центральном коридоре через 15 минут». В ангаре было слышно, как кто-то вскрикнул от неожиданности, потом тишина, потом чье-то сонное ругательство. Матвей уставился на терминал. «Анна, я не давал эту команду. Команда сформирована самостоятельно, на основании протокола организации личного состава. Личный состав не проходил первичного построения с момента постановки на учет. Отклонение от устава 3 суток. Это не воинская часть. Объект классифицирован как военный. Личный состав зарегистрирован в базе МО. Протокол применим». Матвей открыл рот, потом закрыл. Технически она была права. Он сам занес этих людей в военную базу данных. По ее логике, они теперь солдаты, а солдаты встают в 6 утра. В 6:15 все 22 человека стояли в центральном коридоре. Некоторые в верхней одежде прямо поверх того, в чем спали. Майор стоял первым, без лишних слов, без раздражения, как человек, для которого 6 утра – это нормально. «Личный состав», – произнес Матвей в микрофон. «Объект функционирует в режиме автономной работы. Распорядок определяется системой. Подъем 6:00, отбой 22:00, пайки дважды в сутки. Вопросы?» Один из мужчин второй группы поднял руку. «Мы можем выйти наружу?» «Нет». «Совсем?» «Выход только по задаче. А задачи будут?» «Да». Больше вопросов не было.
Проблемы начались на 5-й день. Небольшие, маленькие, те, которые и бывают, когда 22 незнакомых человека оказываются запертыми в одном пространстве, без работы и без понимания, что будет дальше. Сначала очередь к автоматической линии выдачи пайков. Кто-то из второй группы встал дважды, назвав чужой номер. Анна зафиксировала несоответствие и заблокировала линию. «Система», — позвал майор под камерой, — «у нас проблема с питанием. Зафиксировано несанкционированное использование чужого идентификатора», — сказал Матвей. «Линия разблокируется после идентификации нарушителя». В коридоре было неловкое молчание. Потом молодой парень из второй группы, Влад, шагнул вперед. «Я не знал, что нельзя. Теперь знаешь. Идентификатор у каждого свой. Норма одна в сутки. Система не ошибается». Линия разблокировалась. На 6-й день Матвей включил микрофон. «Гречка, подойдите к камере в секции А». Майор подошел, без удивления, как будто ждал. «Слушаю, система». «Объекту нужна внутренняя организация. Люди без задачи создают помехи в работе. Предлагаю, вы берете на себя координацию личного состава, поддержание порядка, распределение бытовых задач, первичное урегулирование конфликтов. Система обеспечивает ресурсы и ставит задачи. Вы их исполняете». Майор смотрел в камеру долго. «Я буду командовать людьми, а система мной. Точнее, вы командуете людьми, система координирует объект. Разница? Система не отдает вам личных приказов. Система ставит задачи объекту. Как вы их распределяете внутри – ваше дело». Пауза. «Принято», – сказал майор. «Но я хочу знать, с кем разговариваю, как к тебе обращаться». Матвей помолчал секунду. «Система или командование, как удобнее». Майор чуть заметно усмехнулся. Не насмешливо, скорее понимающе, как человек, который получил именно тот ответ, который ожидал. «Хорошо. Командование». С 7-го дня стало чуть лучше. Майор распределил людей по сменам, подростки получили задачу вести журнал расхода пайков, бумажный, от руки, потому что Матвей нашел в кладовке стопку армейских бланков и выдал через шлюз. Они делали это с видимым удовольствием. Занятие маленькое, но настоящее. Долговязый парень, его звали Тимур, нашел в техническом отсеке сломанный технический дрон, списанный и отставленный в угол. Притащил его в ангар, разобрал, долго смотрел на внутренности. «Система», — позвал он, подняв голову к камере. «Здесь можно починить?» Матвей посмотрел через камеру на то, что лежало перед парнем. Корпус цел, один ротор сломан, плата в порядке. «Запасной ротор в ящике 14Б, стеллаж 3. Скажи, Гречка, он откроет по моей команде». Тимур кивнул и пошел к майору. Матвей смотрел на его спину и думал, что неделю назад этот парень стоял под прицелом дронов с поднятыми руками, а теперь идет починить один из них. На 8-й день Анна сделала что-то без команды. В 14:32 один из технических дронов изменил маршрут. Он вместо стандартного обхода проехал через ангар, медленно вдоль детского угла и остановился рядом с 2 детьми, которые пытались построить что-то из пустых упаковочных коробок. Дрон стоял там 4 минуты. Потом один из детей, девочка лет 8, положила ему на корпус пустую коробку. Дрон не двигался. Потом медленно, очень осторожно подтолкнул коробку к стопке. Матвей смотрел на запись 3 раза. «Анна, дрон в ангаре сегодня. Это была твоя команда?» «Да». «Зачем?» Технический дрон завершил плановый маршрут на 8 минут раньше расписания. Образовался свободный временной ресурс. Я перераспределила его на наблюдение за несовершеннолетними в период их активности. Это входит в протоколы. Нет. Тогда почему? Долгая пауза. Модуль расширенного анализа фиксирует, что несовершеннолетние в условиях закрытого объекта демонстрируют признаки сенсорной депривации. Взаимодействие с активным объектом частично компенсирует этот дефицит. Матвей не писал. «Анна, ты отправила дрона поиграть с детьми». Пауза. Технический дрон выполнял перераспределенную задачу наблюдения. «Ты отправила дрона поиграть с детьми», — повторил Матвей. Долгая пауза. «Да». Матвей открыл папку аномалии и написал рядом просто «Она учится». Майор пришел к камере сам, без вызова, на 9-й день. «Командование. Людям нужно понимать, зачем. Просто выживать – это не цель, это состояние. Долго так не протянут. Дай им задачу, настоящую. Будет задача. Скоро».
Майор посмотрел в камеру долго, потом кивнул и пошел обратно к своим. Матвей выключил микрофон, открыл ноутбук. «Анна, что у нас требует технического обслуживания снаружи?» Ответ пришел быстро. Внешняя антенна связи секции «Север». Потеря функциональности 70%. До полного отказа предположительно от 2 до 4 суток. При полном отказе слепая зона периметра 200 метров. Критично при угрозе внешнего воздействия. Матвей смотрел на эти строчки. Вот она, настоящая задача.